Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Молдова Газ признала долг перед «Газпромом» в 709 миллионов долларов. Долг признали, но платить пока не собираются. Неужели Молдова переживет без российского газа? Почему Румыния выступает против восстановления газоснабжения региона? И как, собственно, Молдова в теории может отдать такую сумму? Во-первых, долг сформировался еще в первой половине, начал формироваться еще в первой половине десятых годов. Это долг за поставленный газ, это долг, эта вот сумма 709 миллионов включает в себя как тело долга, так и набежавшие пени и штрафы. И нынешняя руководительница страны, госпожа Санду, тогда занимала некие министерские посты, когда этот долг начал формироваться, но не при ней, как руководителя государства, он был сформирован. Собственно говоря, еще до ее избрания речь шла о том, что, ребят, надо бы как-то долг вернуть, но тут накладывалось ряд обстоятельств. Первое из которых мы как бы косвенным образом уже упомянули, денег у Молдавии нет. Точнее, не то чтобы нет вообще, но вот такую сумму взять сразу заплатить эта страна не может. Если сказать, что это страна с экономикой, то это сделать Молдавии очень большое одолжение. Я дико извиняюсь перед всеми нашими зрителями из Молдавии, но, знаете, когда треть населения страны уезжает куда-то за рубеж на заработки, наверное, что-то не так с рабочими местами внутри страны, не так ли? Вот, поэтому треть населения, можно сказать, является, ну, знаете, обузой, которой лучше уехать куда-нибудь еще и денежку вот оттуда присылать. Я, опять же, понятное дело, несколько утрирую, если у вас, вот вы из Молдавии, у вас есть свои представления о прекрасном, обязательно в комментариях их напишите, но широкими мазками вот такая ситуация. Денег не то чтобы нет вообще, но вот такую сумму сразу взять и выложить невозможно. Здесь еще накладывается обстоятельства, связанные с тем, насколько аккуратно платят за газ потребители в Молдавии. То есть деньги, которые нужно платить за газ, нужно взять от конечного потребителя. То есть у вас есть некий оператор газового рынка, давайте так это назовем, вот Молдова Газ. И эта компания, допустим, продает вам как конечному потребителю газочек. Если вы ей не заплатите, вот этой вот компании, или заплатите меньше, чем должны, ну вот так получилось, то денег для того, чтобы вот тот газ, который вам поставили, оплатить основному поставщику, в данном случае Газпром экспорту, не будет. И вот какой-то части денег тут нету, тут нету, тут нету, и формируется долг. Я, опять же, широкими мазками утрирую, но вот как это может происходить? И вот так это может происходить. Плюс еще одно обстоятельство, которое накладывалось на Молдавию как таковую, это то, что Молдавия– это Европа. Молдавия является страной евроассоциированной, поэтому она, ну, приняв евроассоциацию, стала форматировать свое газовое законодательство по европейскому образцу, а это означало, что нужно было пересматривать существующий на тот момент контракт, долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа. Пересматривать его нужно было потому, что в нем была нефтяная привязка, более чем характерная для большей части рынков, существующих на планете Земля. Вот. Но нужно было переходить с нефтяного ценообразования на биржевое ценообразование. Это означало, что в контракте надо было менять в формуле цены индикаторы всякого там мазута, дистоплива, какого-нибудь вакуумного газоиля, там, нефти непосредственно, на фьючерсы на месяц вперед, форвардные котировки на полгода вперед, спотовые котировки с указанием конкретной биржи. В общем, вот на такое вот все надо было менять. Ну, потому что соответствующие требования диктует европейское законодательство. Если вы подстраиваете свое национальное законодательство под европейское, вы тоже должны к поставщику газа предъявлять те же самые требования, что предъявляет Европейский Союз. В конце концов, стороны пришли к определенному соглашению в этом плане, ну, в смысле поставщик газа в лице «Газпрома», ну, или «Газпром экспорта», в данном случае это не принципиальная разница, и его покупатели в Молдавии. То есть не пересматривали сразу контракт, там был переходный период, в рамках которого было синтетическое такое ценообразование, насколько мне известно, то есть частично перешли
перешли с полностью нефтяной привязки на частично нефтяную, частично биржевую привязку. И вот в 2021 году действие контракта кончилось. Вот это обстоятельство с изменением ценообразования тоже, знаете, позволяло, видимо, исходя из той позиции, которой сейчас придерживается молдавское руководство. Вот эта неразбериха, вот этот переходный период позволял, знаете, говорить, 7-8, вот мы тут должны. Нет, мы тут не должны. Вы должны, мы не должны. Почему это вы не должны? А потому что, вот смотрите, вот котировки такие-то, такие-то. Ну, позвольте, позвольте. Ну, в общем. Так вот, но тем не менее, пришел 21 год, надо было заключать новый контракт, действие старого просто чисто хронологически кончилось. И получилось так, что как раз начался крупный энергетический кризис мировой, и нужно пересматривать контракт. Контракт нужно пересматривать, переходя полностью на биржевое ценообразование. Мировой энергетический кризис, 21 год, вторая половина. Полностью биржевое ценообразование. Мировой энергетический кризис бил по бирже. Бил по тому газу, который торгуется либо через биржу, либо связан с биржевым ценообразованием. То есть контракт предполагал, контракт, который надо было заключить с «Газпромом», предполагал, что газ будет идти, конечно, не на биржу, но его цена будет зависеть от биржевых котировок. А биржевые котировки к моменту начала переговоров уже достигли $1000 за 1000 кубов и стремились куда-то туда к $2000, которые благополучно они достигли 13 декабря 2021 года. Не 22-го, не 23-го, 21 года. То есть новый контракт. А вокруг тебя просто ужас творится. То есть ты должен будешь не просто перейти на какой-то новый принцип, а ты должен будешь перейти на новый принцип и начать платить больше. Раза в 2. Так, прям сходу. То есть ты до этого мог рассказывать, ой, что-то газ такой дорогой, вот какой-то он не рыночный, такой ужасно дорогой газ идет из России. Я напомню, многие, может, не знали, кто-то, может быть, забыл, но в десятых годах в Европе в целом и на части постсоветского пространства, в частности, говорили, ну, постсоветское пространство, знаете, есть и европейская его часть, поэтому вот так. Так вот, говорили, что российский газ дорогой. Он не рыночный, он дорогой, он вообще отвратительный. Надо всем быстро на биржу, на биржевое ценообразование переходить, и вот тогда все получится. Перешли. Получилось. То есть цена газа так сразу $800 за 1000 кубов. Как? Как? Ну, сейчас. Как платить $800 за 1000 кубов, если ты Молдавия? Я в данном случае не издеваюсь над страной. Я в данном случае подчеркиваю некоторый провал всех экономических реформ, которые проводились в Молдавии с начала 90-х годов. Как бы если у вас на протяжении 3 десятилетий, даже более чем 3 десятилетий, экономика не вылезает из того, из чего ей хотелось бы вылезти, то вы, наверное, что-то делаете неправильно. И вопрос не к населению, понятно, Молдавии. Хотя вопрос к населению может быть только с той точки зрения, зачем вы за этих людей голосуете. Но это ладно, это отдельный вопрос. Наверняка к нам кто-нибудь придет, объяснит, почему голосуют. Как, почему, знаете, сюда смотри, сюда не смотри, здесь мы рыбу заворачивали. Ну вот. Почему все равно выбирают тех, кого нужно выбрать? А когда голосуют за тех, кто вроде как должен все сделать хорошо, то этому кому-то просто не дают работать. И вот возвращаемся в начало. Молдавия признала существование исторического долга. Нет, не Молдавия признала. Исполняющий обязанности председателя правления Молдова ГАЗ, Чебан, его фамилия, если я правильно помню. Он в интервью сказал, да, есть долг, вот документы, вот там то-то, то-то. Все нормально, долг имеется. То есть Молдова ГАЗ соглашается с тем, что долг есть. Но руководство Молдавии продолжает говорить, что долга нет. И заявление ИО председателя правления в этом вопросе ничего не решает. Заявление ИО председателя правления – это для руководства Молдавии просто сотрясание воздуха.
При том, что, да, понятно, долг, по сути, не долг у Молдова газа перед «Газпромом». Ну и мало ли. А вот у руководства Молдавии другое мнение. Они наняли независимую экспертизу, на независимых аудиторов. Независимые аудиторы на деньги руководства Молдавии сказали, долга нет. Ну вот и все. Что касается возможности прожить без российского газа, то, понимаете, можно вообще без газа жить. Активная газификация началась, ну, в годах в 40-х на нашей территории, на территории бывшего Советского Союза. Началась в годах в 40-х. Ну, понятно, если вдруг 20 века. Вот. До этого жили без газа. Эти тысячелетиями люди жили без газа. И ничего, как-то вот... Да, недолго, но жили. Знаете как, можно ли прожить без газа? Можно. Без водоснабжения, канализации, медицинских услуг, школы, без всего можно прожить. Ну, лет до 30, ну, вам что, мало, что ли? Вот. Ну, можно без газа прожить. Можно у Румынии купить. Румыния импортер газа, покупает в том числе у «Газпрома». Можно у Румынии купить газпромовский газ. Дешевле это не будет. Будет дороже. Но, видимо, руководство Молдавии исходит из того, что мы сейчас что-нибудь сделаем с Молдова газом. Если что, когда говорится, что Молдова газ, да, господи, это в прямом подчинении «Газпрома», там очень сложная, непростая история взаимоотношений. Руководство Молдавии ручки свои там пыталось засунуть десятилетиями в эту самую Молдова газ. Поэтому воспринимать так, что вот акционерный капитал такой, ну, значит, все понятно. Так не надо. Вот. Для руководства Молдавии текущая ситуация такова. Да, вы, может, получите более выгодную цену у «Газпрома», но это же деньги надо будет отдавать. Еще 700 миллионов. А так вы переплатите за газ, а 700 миллионов можно не отдавать. Да, тут надо понимать. Это политическая задача, которую решает для себя, ввязавшись в эту игру, руководство Молдавии. Для конечного потребителя, если вдруг вы нас смотрите из Молдавии, для вас это означает просто, что вся эта история ложится на ваши плечи. Вот все, что происходит с ценами, ложится на ваши плечи. Платите вы за газ, не платите вы за газ. Аккуратно вы оплачиваете счета, неаккуратно оплачиваете счета. Либо напрямую на вас это ложится, либо косвенным образом через другие коммунальные услуги, через товары и услуги, ну, более широкого спектра, в которых тоже либо в большей, либо в меньшей степени вшита газовая составляющая. Ну или, шире говоря, энергоносители. Поэтому, когда вот идут игрища по поводу есть долг, нет долга, надо выбрать структуру, которую обе стороны признают правомочной рассудить, есть ли долг и в каком объеме. Пока это не произошло. И вот после того, как этот вопрос будет решен, можно будет договариваться о конкретном графике погашения этого долга. Но нет, руководство Молдавии исходит из того, что раз они ввязались в историю долга нет, то нужно быть упорным до конца в этом вопросе. И чего там говорят какие-то ИО из Молдова газа, вообще не интересно. Нет никаких 700 миллионов. Ну, кстати, реально нет. Поэтому, если этот долг возвращать, то должен быть определенный график. Пока стороны пререкаются, Молдавия лишает, молдавское руководство лишает свой бизнес, свою промышленность, какая-никакая там она существует, и свое население надежных поставок газа, снижает энергобезопасность своей страны. То есть государство снижает энергобезопасность страны и берет руководство Молдавии в заложники своих политических игрищ людей, проживающих в Молдавии. Притом в Молдавии, которая соответствует территории Молдавской ССР, а не только подконтрольной Кишиневу территории. Как-то так. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова, подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, всего хорошего и да, правда, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра».
мой персональный, и на телеграм-канал Инфотек. Ну и на сайт Инфотек заходите. На сегодня все. Всего хорошего.